Я вас всех приветствую, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Сегодня сделаем гадание на игральных картах и сделаем расклад под названием «Любовный треугольник». Любовный треугольник. Итак, загадайте своего партнера, на кого вы желаете погадать. И посмотрим. Итак. Итак, первые три карты покажут, что чувствует ваш любимый человек. Четвертая, пятая, шестая карта покажут его отношение к сопернице или сопернику. Следующая триада карт 7, 7, 8, 9 покажут истинное отношение вас к вашему постоянному партнеру. И, в общем-то, последняя триада карт покажет, что чувствует сам соперник, либо соперница к вашему партнеру. То есть расклад подходит как для мужчин, для как женщин, только смотрите, у кого соперник, у кого соперница, да? Итак, смотрим. Итак, вот посмотрим первая, да, первая триада у нас покажет, что чувствует сейчас ваш любимый человек, то есть то, что у него в чувствах сейчас в данный момент. И вы видите, очень тяжелая ситуация у него, скажем так, по чувствам. По десятке пик можно сказать, что сейчас у него идет достижение максимального негатива, даже где-то провал, либо печальный, горестный какой-то итог. Также он сейчас находится, возможно, при энергиях разрушения. И здесь, возможно, у него неожиданный удар судьбы произошел, да, который, возможно, может привести к достаточно тяжелым последствиям. После чего жизнь вашего, скажем так, партнера, на кого вы смотрите, может разделиться на до и после. Также по данной карте можно сказать, сейчас у него он находится в каком-то тупике. Возможно, у него сейчас идут достаточно серьезные преграды для реализации его планов и воплощения надежд. Также здесь можно сказать, что вот если у него был какой-то проект, да, либо в отношениях, также сейчас у него, в общем-то, крушение надежд идет, ничего у него не выходит, возложенные ожидания не оправдаются, все, что можно было провалить, у него провалено. Также здесь можно сказать, также как бы возможно даже какие-то у него серьезные депрессивные состояния, то есть депрессия, да, какие-то горестные, печальные эмоции, возможно, но, в общем-то, очень серьезным накалом и интенсивностью, да. Также здесь у него, ну, в общем-то, он так себя в чувствах ощущает, да, тот, на кого вы смотрите. Здесь идет, возможно, какая-то черная полоса у него, и также, возможно,
какие-то депрессивные состояния, да, депрессия. Также, возможно, он сейчас переживает какое-то уже реальное, настоящее какое-то горе, возможно, да, либо, возможно, у него идет утрата чего-то для него ценное, да, важное, да, что-то, нечто важное у него он потерял. Вот сейчас он в таких вот чувствах сейчас находится. И считает, что для него в жизни произошло очень что-то очень ужасное. Ну, наверное, вам лучше знать, да, о чем здесь идет речь. Здесь идет очень тяжелое состояние, да, то есть очень тяжелая как физическая боль, также можно сказать чуть ли не моральная, да, моральное очень тяжелое состояние у него, это по чувствам. Так, здесь вот можно сказать, что здесь идет, видите, две карты очень тяжелые, скажем так, да, и десятка пик, и туз пик. Здесь идет эффект сильного и болезненного удара, можно сказать, удара под дых. Какой-то мощный стресс он недавно получил, либо был неприятно удивлен. И, ну, в общем-то, все, что касается, да, каких-то, в общем-то, может быть, в чувственной сфере, в общем-то, у него очень все неприятно. Так, и здесь я могу сказать, здесь, в общем-то, и как и начало, и конец у него дает эффект отсечения чего-то. Эффект отсечения чего-то. Здесь вот это я могу сказать. Ну, изначально это все у него, возможно, в отношениях его, да, было сначала все затянуто, медленно, печально, как вот говорят, да, отпиливают по косточке, по кусочку, да, и человек лишался чего-то для него, в общем-то, каких-то, ну, девочки, опять девочки, мальчики, это не для всех, да, ну, в общем-то, здесь вот вот так идет такая информация. Также здесь изначально это все было очень затяжно, в общем-то, медленно, да, вот эти негативные события. И потом резкий у него пошел уже удар, уже конкретный, да, резкий удар. Также, возможно, какой-то печальный итог. Ну, естественно, здесь по пиковой масти, да, и десятка, и туз, это все очень такой накал идет, да, негативного характера, после которого уже необходимо перейти, конечно же, на какой-то другой уровень. Здесь у него в чувствах какая-то идет, образовалась какая-то эмоциональная петля, в которой человек изначально долго у него это тянулось, и потом, в общем-то, произошли достаточно, ну, вплоть до панических атак, я бы сказала, да. Чего-то он боится очень серьезно. Также по этим картам можно сказать, что сейчас человек очень серьезно опечален, да, мы сейчас смотрим на его чувства. После каких-то серьезных событий по десятке пик человек может быть очень серьезно растерян, огорчен, также опечален чем-то, да, вот так вот. Испытывает сейчас он серьезную досаду и совершенно не знает, что с этим делать и как все исправить, поскольку никак не ожидал такого ужасного конца. Вот, идет сейчас у него полное разочарование и весьма сомнительные, в общем-то, достижения, от которых будет еще больше проблем, чем пользы, да. Вот такие у него сейчас энергии в чувствах, в чувственной сфере. Также, возможно, здесь вот как бы здесь карты могут свидетельствовать, да, ну, у кого как, да, не у всех. То есть здесь, конечно, можно сказать, что это как бы карта заболевания, да, какой-то болезни, да, но здесь вот достаточно тяжелое
какое-то беспокойство, может быть, возможно, у него обострилось какое-то хроническое серьезное заболевание, и оно носит достаточно тяжелый характер, да, состояние у него достаточно сейчас серьезное. Так что даже он, в общем-то, может и оказаться, как говорится, в больничной койке, да, я так скажу. Здесь вот можно сказать, что вот если дополнить эту карту десяткой пик, возможно, у него произошло что-то экстренное, возможно, даже резкое. Ну, у кого что, я здесь не могу сказать. Ну, там можно сказать инсульт, да, инфаркт. У кого-то просто аппендицит, но тоже это, опять же, это достаточно экстренный случай. Ну, возможно, даже вплоть до операционного вмешательства. Вот такие моменты могут быть. Вот так вот я бы сказала. Так, что еще можно здесь сказать? Так, ну и туз пик, десятка пик, можно сказать, что здесь в буквальном смысле, возможно, он получил какую-то травму, может быть, он с кем-то подрался, даже я так скажу. Возможно, какая опасность травмы, нанесение побоев у него было. Ну, бывает вот, да, у кого как. Ну, здесь, девочки, вы понимаете, что расклад общий, поэтому я все моменты хотела бы рассказать. Так. То есть, ну, достаточно, да, у кого-то может быть какой-то там ДТП, либо травма на работе тоже может проигрываться, у кого что. То есть, вот это вот такие идут моменты здесь. Если ничего подобного нету, то у него очень тяжелое сейчас состояние касаемо чувственной его сферы, да, и все это касается, у нас расклад называется любовный треугольник, то есть здесь все, конечно же, говорит о его мрачных в голове у него, у человека, на которого вы смотрите, мысли достаточно мрачные. Так, что еще можно сказать? Ну и он прокручивает в голове какие-то тяжелые сцены, негативные моменты, ссоры держит какие-то в голове, в уме, да? У него сейчас вот какие-то обиды, возможно, да? Вот это все он прокручивает в голове, и даже чего-то он боится в связи с этим, я бы сказала. Вот такие моменты здесь идут. Так. Также, если здесь вот так вот смотреть касаемо, да, что у него чувство, возможно, он недавно у него были достаточно серьезные траты, да, траты денег, естественно, из-за которой пошли какие-то проблемы. Такое также может проиграться. Так, не удается ему заработать деньги какие-то, он, может быть, желал, да, и не может получить их в полной мере. Либо он потерял деньги каким-то образом. Вот это тоже можно здесь сказать. Либо он получил эти деньги, но быстро достаточно потратил. Также бы я хотела бы по этим картам сказать, что, возможно, они говорят о каких-то жестких ограничениях, да, как психологического, так и физического плана. Вот такие у него сейчас чувства в настоящий момент. Поэтому данная карта может также, у кого как, я опять же говорю, здесь смотрящих много. Возможно, вот по десятке пик здесь может быть у кого-то даже какое-то тюремное заключение или принудительное пребывание, также у кого-то в психиатрической клинике, так об этом также может быть, эти карты говорят. Либо человек загнан в какие-то жесткие рамки, и это отнюдь не, естественно, золотая клетка, а какие-то суровые и тяжелые условия, в которых он вынужден жить или действовать. Девочки, мальчики, ну вот у кого как, да. Здесь расклад общий, поэтому у каждого свое. Также здесь можно сказать, да, у каждого свое. Возможно, он находится под каким-то магическим воздействием, да, магическим воздействием. Идет негативная магическая программа на разрушение. То есть, возможно, здесь нужно либо
в общем-то, заняться этим вопросом ему уже вплотную. Но это вот по чувственной сфере здесь идет у него, как какие-то проблемы, то есть и черная полоса, я бы сказала. И здесь идут какие-то преграды, ну, как я уже говорила, проблемы со здоровьем. Возможно, так как у нас расклад больше, конечно, был на любовный треугольник, здесь, я бы сказала, у него достаточно серьезно рушатся отношения. Либо, ну, в общем-то, я не знаю с кем, в общем-то, это... Также может быть вообще просто с людьми какие-то помехи у него, и все срывается в последний момент. И, ну, то есть какая-то мечта его не осуществилась, он потерял что-то ценное, да, по этим картам. Так, ну, так как мы смотрим больше, конечно, на любовь, да, если смотреть именно чисто на любовные отношения, то здесь вот по этим картам можно увидеть, что здесь у него идут какие-то болезненные, да, травмирующие отношения. Вот такие чувства у него серьезные, очень неблагоприятные. Возможно, были какие-то сильные и постоянные конфликты. Также идет, возможно, даже разрушение семьи. Вот так бы я сказала, да. Возможно, уход, если это мужа, измены. Ну, опять же, ну, ладно, уже чересчур такие уже я не хочу говорить, совсем тяжелые, да. Также, возможно, это все было у кого как, да. Возможно, потеря кого-то из родных. Вот так вот здесь карты идут. Либо он получил какой-то удар от недругов или завистников, которые, в общем-то, стараются навредить его отношениям. Вот. Неожиданные события, способные в корне подорвать доверие, и даже, возможно, идет вплоть до разрушения семьи. Вот. Также эти события могут, в общем-то, говорить о том, что идет разрушение семьи или либо даже вред отношениям с родственниками. Также может вот такое проиграться. Сейчас он в чувствах достаточно непредсказуем, возможно, даже неадекватен. Отношения крайне нестабильные. У него идет, ну, такой вот, как говорится, ну, в общем-то, тяжелая ситуация. Также хотела бы здесь отметить, что у кого как, да, опять же, такой возможен момент, что по десятке пик и тузу пик здесь идут какие-то неожиданные, ну, было у него, возможно, да, какие-то неожиданные большие деньги, но чаще здесь по этим картам идет, ну, если он, конечно, там в бизнесе, да, здесь идет большое напряжение, стресс он получил, да, либо получает сейчас и чувствует опасность со всех сторон. Если он не такой серьезный бизнесмен, там просто обычный, да, скажем так, работяга, у простых людей обычно отыгрывается в негатив или получение денег под большой процент. Вот такие сейчас, возможно, у него могут быть моменты. То есть у него деньги сейчас утекли сквозь пальцы. Либо сейчас у него, у кого-то так может проиграться, просто идет вынужденные траты на лечение. Либо погашение долгов, ну и тому подобное. Но так как мы больше здесь рассматриваем, конечно, любовные отношения, здесь идет у него больше, скажем так, ну, вплоть до развода, я бы сказала, да, какой-то тяжелый конфликт у него был, крушение всех надежд, печальный конец, что еще можно здесь сказать, крушение всех надежд. Но все-таки здесь вот так как у нас идет, да, вот это пиковое, да, острием вниз. Здесь я хотела бы сказать, что слава Богу, здесь, в общем-то, вот это разрушительное действие
Его, конечно же, сильно пугает, но в реальной в жизни, да, это сильно. Ну, конечно же, по пиковой масти понятно, что это тяжелое воздействие, но все-таки оно уходит все-таки постепенно вниз, то есть в землю, да, скажем так. Негатив постепенно снизится, естественно, убывает, то есть перевернутый туз у нас выпадает. Это вот, я бы сказала, неплохо, да. Ну, конечно же, несмотря на то, что карты достаточно неприятные, возможно, в дальнейшем, в общем-то, как это все-таки, как вот говорят же, кошка всегда падает на лапы. Ну, здесь постепенно негатив должен, в общем-то, его шок, стресс, вот эти негативные события, не так фатальны. Так что здесь уже неплохо то, что вот это сейчас я обратила внимание, то есть вниз, да. То есть его фатальные события не так серьезны, не так фатальны. И ну, таких вот прям уж серьезных последствий, кроме неприятного осадка, в общем-то, не должно быть дальше. Также, как возможно, можно сказать, здесь это все касается, может касаться, да, каких-то деловых, в общем-то, разговоров, да, также связанных с административными, какими-то налоговыми, госучреждениями. Также здесь может проиграться вот эта вот, да, ситуация, так как здесь, скажем так, ну, таких червовых, да, масти не выпало, поэтому здесь я больше здесь это все связываю, что у него это все связано. Все-таки, ну, деловая сфера, денег не хватает, да, и так далее. Так, ну, оставим, да, здесь вот это вот у него очень неприятные сейчас чувства, да, идут. Теперь посмотрим следующее триаду карт, о чем они нам скажут, то есть его истинное отношение к вашей сопернице. Так, ну что он чувствует к вашему сопернику, да, либо сопернице, в зависимости от того, кто смотрит, значит, ваш партнер, скажем так, да. Ну да, здесь по девятке червей, здесь прямо такие у них чувства, любовь, скажем так, да, скажем так, страсть, я бы здесь больше сказала, здесь не любовь, видите, да. Ну, конечно, девятка черви это такая, чувство есть у него к сопернице, сопернику, да. Так, ну здесь обратите внимание, здесь она идет карта в перевернутом виде, да, девяточка. Больше здесь идет, скажем так, сексуальная страсть, любовь, да, к этой вот, скажем так, человеку. Так, и все это происходит в бубновом доме, да. Также здесь можно сказать, ну, возможно, они проживают вместе на одной территории, да. Так, можно сказать, если... Ну, здесь больше идут, я бы сказала, такие вот как бы меркантильные, я бы сказала, кроме того, что здесь идет секс, да, секс. То есть вместо любви у него идет больше материальный расчет, то есть очень удобно устроился человек, да, получает все, что ему необходимо. Но здесь я бы сказала, все-таки идет, этого человека мотивируют деньги. Также, возможно, с этой, значит, с этой вот соперницей, соперником, да, возможно, имеется какой-то общий бизнес, либо сотрудничество, либо по работе они где-то соприкасаются вместе, да, проживание, либо общение приносит им какую-то материальную выгоду для обоих, да, вот такое вот идет как бы объединение. Так, ну если они вместе не проживают, то для кого-то, обратите внимание, возможно, идут какие-то переписки, да, переписочки, то есть через, ну, вот эти вот наши гаджеты, мессенджеры, да, то есть переписки, ну, такого вот, скажем так, характера через интернет.
Также здесь я бы хотела сказать, что если они вместе, да, проживают, то отношения он использует эту женщину, либо, ну, в общем-то, эту соперницу, соперника, да, у кого как. То есть здесь по расчету идет отношение. То есть во главу угла здесь поставлено материальное положение, социальный статус партнера. Да, очень удобно в бытовом плане. Бытовой комфорт идет, надежность, стабильность, также материальные, да, преимущества, можно сказать. Так, что здесь еще можно сказать? Ну, в общем-то, вот такое положение дел, которое им сулит взаимовыгодное, скажем так, отношение. Так, и теперь посмотрим истинное отношение вас к вот этому партнеру, да, к вашему партнеру, которого вы загадали. По этим картам можно сказать, что, ну, здесь видите, да, в основном кресте идут, в общем-то, трифоровые, да, карты трифовой масти, которые больше символизируют как такие приятельские отношения, симпатию, душевный комфорт. Здесь я бы сказала, вы к нему, да, испытывали, возможно, любовь, да, может быть, влюбленность, но сейчас вы уже здесь вот перевернуто, да, уже вы не до конца уверены в этом. Так, ну что еще здесь у вас? Чувство по отношению к нему, что вы испытываете, да, по отношению к тому человеку, которого вы загадали. Возможно, у вас был у кого как, у кого-то брак, у кого-то просто дружба, у кого-то просто какие-то совместные дела, да, здесь у кого что. То есть, да, ну, больше здесь у кого-то был крепкий брак, даже многолетние отношения, также выгодные тоже в финансовом плане. Здесь были какие-то вливания, возможно, вы делали, да, по отношению финансовые, я имею в виду вливание, прибыль, стабильность какая-то, в общем-то, вместе с этим человеком вы ощущали. У кого-то это просто дружба, да, дружеские отношения достаточно длительного характера здесь идут. У кого-то даже с юности, скажем так, да, вот, ну, не меньше года. Также какие-то совместные дела, Да, в общем-то, вы по королю, да, трефовому и девятке треф, здесь можно сказать, что, ну, интерес, конечно, есть у вас. Вы интересуетесь его жизнью, но исчезновение из его жизни полностью вы не планируете по этим картам. Так, ну, то есть, скажем так, что его компания вам достаточно приятна, да? Вам приятно находиться в каких-то посиделках с ним, то есть его компания вам нравится. Нравится находиться в компании этого человека. Вот такие бы я хотела сказать, да? Так, теперь давайте посмотрим, что же чувствует сама соперница, либо соперник к вашему партнеру, либо партнерше. Так, ну здесь можно сказать по-разному, да, если только у них такие вот, скажем так, начинающиеся отношения, да, находящиеся в начале, то здесь, в общем-то, соперница, в общем-то, ну, конечно, здесь чувства у нее зашкаливают, да, одни карты червовой масти вы видите. Но если это начало, то здесь идет нехватка смелости у него для того, чтобы сделать первый шаг, то есть у вашей соперницы, соперника, рассказать о своих чувствах или инициировать, скажем так, примирение, если здесь они находятся в некой ссоре. При этом есть какой-то страх быть непонятым, либо даже высмеянным. Надеяться, конечно же, на свидание в интимной обстановке, надеяться на благоприятные перемены, но здесь идет перевернутая эта карта.
Так, ну, здесь я бы сказала больше, если даже они и встречаются, то здесь идет больше интимного характера встречи. Так, ну если они в ссоре, то она надеется на новый, скажем так, виток в их любовных отношениях, опять же, перевернутого характера. Так, что еще здесь я бы хотела сказать? Ну, какие чувства? Прекрасные чувства у него к ней, у вашей соперницы, к тому, кого вы загадали. То есть любит, либо влюблена. Также хотела бы пофлиртовать. То есть планы имеет с ним на будущее. Так, если это соперница, то на вашего мужчину, если это соперник, то на девушку, да, на которую вы рассматриваете. Очень большие планы. Нравится, хорошие отношения, взаимность, в общем-то. Такие мысли. В общем-то, и также здесь бы я хотела сказать любовная постель. Вот так вот. Ну что здесь? То есть, возможно, она достаточно к нему тепло относится. Я бы даже сказала, по этим картам она к нему достаточно серьезно прикипела. Не только душой, но и телом, да? И здесь идут, конечно же, какие-то хлопоты, хлопочет она по отношению к тому человеку, которого вы загадали. Так, что еще? Вот, ну здесь идет в перевернутом больше, да? В перевернутом больше отношений. Возможно, она не всегда, конечно же, она хлопочет, делает все, чтобы добиться расположения этого человека. Ну, здесь больше таких хлопот и бытового характера. Также, возможно, у этой, скажем так, соперницы, либо соперника имеются какие-то, может быть, ребенок есть. Вот такие карты сегодня выпали по любовному треугольнику. Сделали такой подробный расклад. Ну, естественно, если бы соперница не испытывала здесь не испытывала бы таких серьезных чувств к тому человеку, то и не возник бы этот самый пресловутый любовный треугольник. Ну, а я на этом сегодня прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, до новых встреч.